Всем привет! Вы на канале Realistic PES. Третий сезон в рамках eFootball 2023 наконец-то подходит к своему завершению. И после сегодняшнего оперативного обновления мы вступаем на последнюю неделю этого третьего сезона. И помимо небольшого оперативного обновления, сегодня мы должны были получить новости касаемо четвертого сезона. Что он из себя будет представлять, какой функционал будет иметь. И на самом деле подобные обещания вроде как и оправдались, но с другой стороны не совсем. О четвертом сезоне рассказали, но недостаточно, чтобы утолить нашу жажду новостей, но постараемся восполнить ее этим роликом. Поэтому устраивайтесь поудобнее, не забывайте, друзья, поддерживать это видео своими лайками и комментариями, это очень важно для их продвижения. Ну и подписывайтесь на этот канал, если находитесь здесь впервые. Начнем с того, что еще до четверга Ренан Гальвани в своем твиттере сообщал, что, скорее всего, в день оперативного обновления Konami также представит некоторую информацию касаемо будущего обновления. Что он из себя будет представлять, то есть тематику, ну и также раскроет подробности некоторого функционала, который они добавят в четвертом сезоне. И отчасти так оно и произошло. Правда, не сказать, что обширно, как мы этого ожидали, но обо всем по порядку. Чуть позже, за сутки до четверга, эту же информацию, по сути, подтвердил и менеджер по связям с общественностью Хал Спарк, проанонсировав, что завтра, а точнее уже сегодня, будет некоторая информация по eFootball. И что мы по итогу получили? Два небольших поста в твиттер-аккаунте eFootball. И что же они там такого понаписали? Хочется сказать вкратце, но по сути вкратце они и написали. А если быть точным, то представили заголовок четвертого сезона, ну и в лишний раз упомянули, что вместе с этим сезоном они добавят некоторый функционал в Dream Team. По сути, и все. Единственное, что здесь представляет интерес, и то отчасти, так это заголовок, который дает лишнюю пищу для размышлений, ну и в целом спекуляции, что же себе этот четвертый сезон будет по итогу представлять. Заголовок будущего сезона звучит примерно как Develop, Design и Define, то есть разработка, дизайн и вроде как определение. Но это примерный перевод, потому что последнее слово как таковое не поддается для более-менее подходящего по смыслу перевода. И по сути это коррелируется с тем функционалом, который разработчики и собираются добавить с предстоящим обновлением. А если вы по каким-то причинам уже успели забыть, что же там разработчики обещали, они обещали добавить такую функцию, как добавление навыков для футболистов, перенос мастерства от одного игрока к другому, расширение составов, ну и прочее. То есть первые две механики конкретно отсылаются к названию нового сезона, и по сути на этом весь сезон и будет строиться. В какой-то момент я поймал себя на мысли, что под этот заголовок также неплохо подходит и режим редактирования, и на самом деле было бы здорово, если бы вместе с обновлением и новым сезоном они также выкатили и его, но это прям крайне маловероятно. Поводов для этого нет, просто лишь мои какие-то рассуждения и ожидания. Но согласитесь, очень даже неплохо подходит под эту тематику. Но у Konami, судя по всему, свои планы. Ну и в концовке ролика давайте обсудим контент, которым мы заканчиваем третий сезон, а именно последнюю неделю третьего сезона, и она подчастую посвящена Италии, а именно киберспортивному итальянскому кубку, который проходит у итальянских игроков в eFootball. Добавили целых 6 новых эпических карт в одном эпическом паке, но стоит признаться, что здесь не соотносится цена и качество, то есть такие себе эпики. Что не менее важно, стали доступны новые игроки за eFootball Points и... ну, что тут говорить? Двухзвездочные игроки за 5000 eFootball Points. Но с другой стороны, тратить 5000 очков eFootball на каких-то двухзвездочных футболистов, которые и не сказать, что лучше стандартных игроков за ГПшки, ну, не знаю, тут уже дело за вами. Помимо этого стартовала новая кампания, которая позволяет заработать в лишний раз ГПшки, лишние eFootball Points, а именно 500, пятизвездочные мандаты на стандартных игроков, ну и, конечно же, очки прокачки, то есть ничего особенного. Единственный контент, который хоть как-то мог понравиться игрокам и в целом привлечь их внимание после прошедшего оперативного обновления, это новая команда недели, которая располагает достаточно интересным набором игроков, который в свою очередь будет интересно затестить. Поэтому если вы уже успели кого-то выловить, то обязательно делитесь своим уловом в комментариях. Ну и по сути контент, которым мы заканчиваем третий сезон, его по сути и характеризует. Не сказать, что прям чересчур плохой, но какой-то неоднозначный. То есть были как интересные моменты с добавлением тех же шоу-тайм игроков и какое-то откровенное самодурство с добавлением тех же самых двухзвездочных игроков в магазин eFootball Points. В комментариях же под этим роликом я буду ждать ваше мнение, дорогие друзья, касаемо третьего сезона, касаемо
касаемо контента, который выкатили на последнюю неделю третьего сезона, ну и в целом ваши ожидания от четвертого сезона. В лишний раз напоминаю, что ваша активность, будь то лайк, комментарий или полный просмотр ролика, помогает его продвижению. Поэтому, друзья, рассчитываю на вашу поддержку. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и Телеграм-канал, ну и, конечно же, про этот канал тоже не забывайте. У меня на сегодня все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и до скорых встреч.